Здравствуйте, мои дорогие! Приветствую всех на канале Айрония. Сегодня, дорогие мои, я хочу сделать короткое видео, но оно будет очень важное, особенно для тех, кто хочет, но по каким-то причинам еще не начал практиковать сухое голодание. У меня открытое окно, так что не обращайте внимания, если какие-то звуки. У нас очень сильно жарко. Я сделала пометки, несмотря на то, что видео короткое. Сразу хочу сказать, что все, кто интересуется сухим голоданием, всю информацию о моем опыте сухого голодания вы найдете в плейлисте «Сухое голодание». И ставьте, пожалуйста, лайки, пишите комментарии, пишите ваши вопросы. И не забудьте, естественно, подписаться на канал, потому что все это способствует продвижению канала. А я буду выставлять и в дальнейшем видео о переменах в моем организме, о результатах сухого голодания, потому что мне эта тема интересна, так что я это все фиксирую на видео. Я не агитатор, я никого не зазываю обязательно этим заниматься, но я считаю, что стоит обязательно попробовать, потому что может оказаться, что этот способ именно ваш вариант оздоровления. Да, для чего я записываю это видео? После года практики я пошла к врачу, так как у меня закончились таблетки. Таблетки я принимаю в свободные от практики дни, это были таблетки от мигрени и от давления. И мне надо было в любом случае переговорить с врачом, что мне принимать дальше, возможно, какие-то другие таблетки, сдать анализы и провериться вообще, как на меня влияет сухое голодание с медицинской точки зрения. Врач у меня немка, и она очень удивилась, что у меня таким способом за 2 сеанса прошла вмиг моя многолетняя ужасная мигрень, которую не брали никакие медикаменты. Она мне сказала, что есть центры, где лечат мигрень именно лечебным голоданием, не сухим, а лечебным. И ей стало очень интересно, как у меня получился вот такой эффект именно на сухом голодании. И нам обеим было интересно проверить все показания. Я сдала кровь, жалоб у меня никаких не было. Чем я ее обрадовала, то я приходила, и постоянно у меня была проблема мигрень давлением. Вот. Я сдала, значит, кровь и сделала кардиограмму. Почему я сделала кардиограмму? Потому что у меня иногда бывает так, что сердце начинает очень так интенсивно биться, и все это проходит очень быстро, но тем не менее, да, время от времени вот такое вот сердцебиение учащенное. Я ей, кстати, рассказала, что мне говорят, что при сухом голодании у меня там загустеет кровь и может быть инфаркт. Она, конечно, посмеялась, поулыбалась, сказала, что до 36 часов ничего абсолютно вредного для здоровья не произойдет. Анализы у меня все оказались очень хорошие. Все, конечно, я не запомнила, но вот что запомнила, сейчас скажу. Щитовидка в порядке, сердце абсолютно в порядке, почки работают прекрасно, хотя мне многие говорили, что они откажут у тебя без воды с такой нагрузкой, в общем, почки не выдержат. Абсолютно все показатели в норме. Желчного пузыря, селезенки у меня нет. Сердце мое работает тоже очень хорошо, и если оно сильно стучит, как она мне сказала, то можно в этот момент задержать воздух просто, да, и выпустить его тонкой такой струйкой с силой, или быстро выпить стакан холодной воды залпом. Я, например, не знала о таких способах, я просто вам рассказываю, если у кого-то такое есть, можете испробовать. Ну, у меня как бы проблем в принципе нет, это вот редкий случай, когда такое бывает, но тем не менее, я тоже попробую, если что-то такое будет. Еще для улучшения работы сердца она мне сказала, что можно побегать, можно поплавать или, значит, поездить на велосипеде. Бегать я не люблю, плавать мне особенно некогда, я тоже не особо люблю. А вот велосипед это мое, это я могу отлично испробовать, тем более у нас сейчас жара стоит, можно поездить. Давление. Давление практически нормализовалось. Сколько раз я вот с врачом встречалась, давление у меня было в норме, дома тоже в норме, иногда нижнее бывает повышенное, поэтому я профилактически продолжаю пить амлодипин. А от метопролола, который я пила от мигрени, я уже избавилась, так как у меня полностью прошли мигрени и головные боли. Еще мне выписали витамин D.
Это единственное, чего у меня маловато. И это никак не связано с сухим голоданием. Это у нас в Германии мало солнца. Сейчас выглядит немножко абсурдно, потому что жара, я без вентилятора сидеть не могу. Но в основном у нас солнца маловато, поэтому витамин D. И я его начала уже принимать. Так что, как вы видите, не только на словах, но и по всем медицинским показателям все нормализуется. И я уже избавилась от одного медикамента. То есть я принимаю сейчас только вот одну таблетку и витамин 2 раза в день. И я уверена, что я приду в скором времени к тому, что я избавлюсь полностью от всех медикаментов. Во всяком случае, это вот мое желание жить без таблеток. Абсолютно вообще их никак не употреблять. Что еще могу отметить? Кожа стала более увлажненная сама по себе. Суставы более подвижные, вес нормализуется сам по себе, то есть я себя не ограничиваю вообще совершенно никак. В еде я ем мороженое, я могу съесть пирожное, хотя говорят, что вкус меняется. Нет, у меня поменялось то, что я стала, сейчас скажу, что у меня поменялось, я стала очень мало есть, то есть я насыщаюсь очень быстро. То есть я могу съесть первое, и все, я больше не хочу вообще ничего. И я прислушиваюсь. Захотела чуть позже поесть, поела. Не захотела, не ем. И от мороженого не могу отказаться, мне нравится, я ем, но я стараюсь делать мороженое сама, без всяких там лишних жиров и так далее. И все это, в общем, более в таком фруктовом варианте. Ну, в жару хочется, да. И практически все. Ваш вес, вот это вот очень важная часть. Если вы полный, ваш вес снизится. Если вы худой человек, то вы наберете немножко массу. То есть вот это слово нормализируется, оно подходит 100%. Потому что происходят какие-то неведомые нам процессы в организме. Они происходят быстро за счет вот этого шокового перезапуска организма, понимаете? И поэтому вы почувствуете и увидите перемены буквально за 1, 2, 3 первых дня практики. Я имею в виду вот одну неделю, вторую, третью. Вы увидите сразу изменения. Все, на этом я прощаюсь. Если какие-то вопросы, пишите в комментарии. Не забудьте подписаться, поставить лайк. С вами была Наташа. До новых встреч. Пока.